Недавнее открытие в пещере на границе Албании и Греции потрясло научный мир. Колония из более чем 111 тысяч пауков создала гигантскую сеть паутины площадью 106 квадратных метров. Это не просто необычное поведение, но и подтверждение колониальной организации двух видов пауков, ранее не замечавшихся в кооперативной жизни в подобных условиях. Исследование, развернувшееся в темноте серной пещеры, открывает новую страницу в понимании адаптации, экологии пещер и эволюционной пластичности при крайне ограниченных ресурсах. В этой статье мы попробуем разобрать, что именно произошло в каверне между двумя государствами, почему выбрали именно этот режим совместной жизни, какие последствия для экологии пещер и биологии пауков может иметь это открытие и какие вопросы остаются открытыми. Мы также поговорим о том, как современные методы исследования позволяют заглянуть в этот таинственный подземный мир и какие морально-этические аспекты сопровождают работу в таком уникальном месте. История начинается с серии спелеологических экспедиций, чьи участники уже давно изучают пещеры Балкана и сопредельных регионов. Впервые гигантскую паутину обнаружили в 2022 году чешские спелеологи из Чешского спелеологического общества. В ходе последующей экспедиции группа иностранных и местных арахнологов углубилась в изучение этой уникальной структуры, чтобы понять не только ее размер, но и характер ее формирования, состав и роль в экосистеме каверны. Современная экспедиция во главе с Иштваном Ураком из Трансильванского университета Сапиенция в Румынии привнесла новый виток в исследование. По сути, открытие стало сенсацией. Впервые демонстрируется колониальное поведение сразу у двух видов пауков, которые ранее не были замечены в подобной кооперации. Гигантская сеть, развернувшаяся на стене узкого прохода пещеры, словно лоскутное одеяло, создавалась тысячами паутин, образующих узор, не встречавшийся ранее в таких масштабах. Экспедиции в рамках проекта, финансируемого различными научными фондами и общественными организациями, проводились под строгими протоколами, чтобы минимизировать ущерб уникальной экосистеме пещеры. Доступ к каверне ограничен, поскольку она находится на границе двух государств, и именно эта редкая полутайна придает открытию особую значимость. В рамках программы, сохраняющей природное наследие, специалисты пытались не только зафиксировать факт существования гигантской паутины, но и понять, как она поддерживает столь долгую устойчивость колонии. Согласно данным полевых измерений, паутина образовала площадь около 106 квадратных метров. Она покрывает стену узкого прохода в пещере и представляет собой сложную бионаселенную структуру, состоящую из тысяч отдельных воронкообразных паутин. Описание звучит как фантастика, но именно так характеризуют структуру большого паутинного образования участники экспедиции. Структура паутины напоминает нечто вроде лоскутного одеяла, где многочисленные нити соединяются и образуют сеть, которая может эффективно ловить мелких летающих обитателей пещерной системы. Воронкообразные паутины служат ловушкой для мошек и мелких насекомых, которые в темноте пещеры составляют основную добычу. В условиях серной каверны источник пищи ограничен, поэтому пауки вынуждены оптимизировать каждый грамм энергии, извлекаемый из добычи. Важно подчеркнуть, что крупная паутина не просто захватывает площадь. Она представляет собой сложную сеть взаимодействий между двумя видами пауков, что в одиночных условиях было бы трудно представить. Геометрия паутины, распределение нитей и их толщина зависит от множества факторов: ветровых течений внутри каверны, влажности воздуха, концентрации сероводорода и серы, а также активности добычи. В совокупности эти факторы создают уникальные условия, в которых колония оказалась способной функционировать. Анализ образцов позволил идентифицировать два доминирующих вида, проживающих в этой гигантской структуре. Домовой паук Tegenaria domestica, известный также как амбарный паук-воронкопряд.
В обычных условиях он является одним из самых распространенных пауков в жилищах человека и садах Европы. Принергион ваганс – более мелкий вид, который в пещерной среде занял свою нишу. Согласно подсчетам, в колонии насчитывается примерно 69 тысяч особей Tegenaria domestica и свыше 42 тысяч представителей Принергиона ваганс. Такое соотношение подводит к выводу о некоторой степени взаимной терпимости и кооперативной стратегии. При этом оба вида продолжают охотиться и добывать пищу совместно в рамках одного сообщества, чего ранее не наблюдалось в аналогичных условиях. Замечательная деталь: в нормальных условиях домовые пауки охотились бы на более мелких представителей Принергиона ваганс. Однако в темноте пещеры зрение у большинства пауков ограничено, что изменяет их преследовательскую стратегию. Вместо того, чтобы разделять добычу по размеру и виду, оба вида переключились на добычу мошек. Эти мошки, в свою очередь, питаются белой микробной биопленкой, которая образуется в условиях сероокисляющих бактерий, образуя слизистые выделения внутри каверны. Таким образом, цепочка питания включает не только пауков, но и микроорганизмы, и даже источники воды, насыщенные газом серы. Через пещеру протекает ручей, богат серой, подпитываемый природными источниками, который вносит сероводород в каверну. Этот газ и кислота создают уникальный химизм среды, который поддерживает всю экологическую сеть внутри пещеры. В итоге мы видим сложный симбиотический механизм, где пауки, бактерии и насекомые образуют устойчивую экосистему, адаптированную к экстремальным условиям. Собранные образцы пещерных пауков подверглись молекулярному анализу, чтобы выяснить, насколько эти особи генетически отличаются от своих сородичей за пределами каверны. Результаты оказались поразительными. Пещерные пауки демонстрируют генетические отличия от своих родственных популяций, обитающих в открытой местности. Это говорит о длительной адаптации к экстремальным условиям каверны, отсутствие света, измененная доступность пищи, присутствие вредных газов, колебания влажности и температуры. Подобная генетическая пластичность встречается редко и обычно связывается с условиями, которые требуют быстрой адаптации к вызовам среды. Как отметил руководитель проекта, часто мы думаем, что полностью знаем вид, понимаем о нем все, но неожиданные открытия все еще могут произойти. Некоторые виды демонстрируют замечательную генетическую пластичность, которая обычно проявляется только в экстремальных условиях. Эти слова подчеркивают важность долговременных изучений и того, что природные системы могут скрывать много неизведанного даже внутри обычных организмов. По сути, пещерные популяции показывают, что эволюционные процессы не обязательно проходят в условиях открытого ландшафта. Изменения могут развиваться в беременности, углублениях земной коры и каверны, где изоляция, ограниченный доступ к питанию и особые химические условия создают новый нормальный отбор. В случае пещерной паутины это могло привести к формированию уникальной поведенческой и молекулярной картины, делающей каждую особь частью большого, но особенно адаптированного к пещерной жизни сообщества. Удивительно, но выживание в серной каверне невозможно без тонкой координации между двумя видами пауков и окружающей средой. В обычных условиях домовой паук мог бы нападать на меньших видов и добычу, но здесь, в темноте, зрения практически нет. Вместо этого оба вида ориентируются на мошек, которые являются основным источником пищи в этой пещерной системе. Мошки, в свою очередь, питаются белыми микробными биопленками, слизистыми образованиями, продуцируемыми сероокисляющими бактериями. Это создает замкнутый пищевой цикл внутри каверны. Бактерии питаются минералами и газами, мошки питаются бактериальной биопленкой, пауки – мошками.
В условиях ограниченного пространства подобная координация становится особенно ценным ресурсом. Каждый участник цепи приносит пользу другому. Пещеры часто кажутся местами пустыми, но на самом деле они образуют сложные биогеохимические сети. В серной каверне реальная энергия и вещества движутся через цепочку, в которой пауки выполняют роль эффективных хищников и сборщиков, обеспечивающих стабилизацию популяции мошек. В свою очередь мошки помогают поддерживать биопленку, создавая устойчивый источник пищи для пауков. Эта взаимообусловленная система показывает, что даже в крайне суровых условиях природы кооперативные стратегии могут развиваться, чтобы повысить выживаемость всех участников. Генетические и поведенческие данные дают основания говорить о долговременной адаптации двух видов пауков к особым условиям каверны. Впервые зафиксировано, что два разных вида могут сосуществовать в одной великой паутине без стремления к доминированию одного над другим. В условиях темноты и ограниченного пространства такая кооперативная жизнь может предоставлять конкурентное преимущество. Совместная охота на мошек позволяет снизить риск неудачи при охоте, а также увеличить общую доступность добычи для колонии. Участники исследования считают, что данный кейс может служить моделью колониального поведения в целом и наглядно демонстрирует, как эволюционные давления приводят к новым паттернам взаимодействия между видами. Это особенно интересно в контексте пещерной экологии, где изоляция и уникальные химические условия формируют специфическую стратегию выживания. Следующий шаг в исследовании – понять, какие именно генетические механизмы позволяют паукам адаптироваться к таким условиям: изменения в рецепт-генах, вариации в нейронной регуляции поведения или в метаболических путях, обеспечивающих оптимизацию добычи и переработку энергии. Возможно, выявление таких механизмов откроет новые горизонты в понимании пластичности поведенческих и физиологических черт пауков в экстремальных условиях. Серная пещера – каверна, которая сформировалась под воздействием серной кислоты, образовавшейся при окислении сероводорода в грунтовых водах. Растворившая горную породу сероводородная грязь создала уникальные химические условия внутри пещеры, поддерживающие экосистему. Ручей, проходящий через пещеру, обогащен серой и питает каверну сероводородом. Эти условия не только формируют химическую среду, их химическая активность влияет на биологию местного сообщества. Микроорганизмы, насекомые и пауки адаптируются к уровню кислорода, к РН и к концентрации газов в атмосфере каверны. Химический питательный контур в каверне задает стиль жизни всех обитателей. Без серовых источников и газов атмосфера пещеры и вода воды не смогли бы поддерживать эту уникальную экосистему. Экосистема пещеры является примечательным примером того, как биогеохимические условия способны отфильтровать и поддерживать устойчивое сообщество микроорганизмов, насекомых и пауков. Такое взаимодействие показывает, что биологические системы весьма адаптивны к химическим условиям среды, и изменение этих условий может повлиять на всю систему в целом. Особенно важным аспектом открытия стало подтверждение того, что два вида пауков из одного сообщества спокойно соседствуют и совместно питаются в рамках одной структуры паутины. Это редкое явление, поскольку в самых разных случаях доминируют взаимоотношения хищник-жертва между разными видами. В каверне эти правила несколько изменены. Зримый контакт между двумя видами минимален, а совместная добыча становится способом устойчивого поддержания колонии. Такой тип кооперации не только демонстрирует уникальные поведенческие паттерны, но и служит ключом к пониманию того, как организованные сообщества могут выживать в крайне суровых условиях. Влияние социальной организации на эволюцию и устойчивость популяций – важная область исследований в современной биологии. Это открытие может стать отправной точкой для новых теорий о том, как в пещерах и других экстремальных местах формируются сложные, гибкие и устойчивые сообщества.
Ученые подчеркивают необходимость сохранения уникальной экосистемы пещеры, несмотря на ее локализацию между двумя государствами и ограничение доступа. Такая среда – редкая модель для изучения адаптации и кооперативного поведения в условиях, где ресурсы крайне скудны. Любая природная катастрофа или человеческое вмешательство может нарушить баланс и поставить под угрозу существование всей колонии. Правительственные и неправительственные организации, участвующие в проекте, работают над созданием режимов охраны пещеры и мониторинга состояния экосистемы. Это может включать ограничение доступа, создание зон минимального вмешательства и протоколы по минимизации воздействия исследовательских миссий. Задача заключается не только в научном описании явления, но и в заботе о сохранении уникального природного наследия для будущих поколений исследователей и для существования самой пещеры как биологической лаборатории подземной жизни. Чтобы понять, как устроена гигантская паутина и кто в ней живет, ученые применили ряд современных методов: глубинное зондирование и съемка, использование безопасных для экологии камер и лазерных сканеров для картирования структуры паутины и объема каверны, молекулярная идентификация, секвенирование ДНК пауков и бактерий, присутствующих в пещере, для определения видов и их генетических различий, анализ содержания пищи, изучение диеты пауков через анализ остатков добычи и микробных биопленок на поверхности, химический мониторинг, измерение концентраций газов, температуры, влажности и pH внутри каверны, чтобы понять, как эти параметры влияют на экосистему. Команда уделяла внимание минимизации воздействия на хрупкую среду. Исследования проводились по протоколам, которые минимизируют шумовое, световое и химическое воздействие на обитателей каверны. Результаты позволяют не только зафиксировать факт существования гигантской паутины, но и глубже понять принципы формирования кооперативного поведения в условиях экстремальной среды. Открытие раскрывает новые горизонты в таких областях, как экология пещер, эволюционная биология и поведенческая экология. Оно демонстрирует, что природа может создавать сложные, продуманные и взаимозависимые экосистемы даже в самых суровых условиях. Это может повлечь за собой новый подход к обучению биологии и экологии. Примеры колониального поведения, адаптации к экстремальным условиям и координации между видами могут служить наглядными кейсами в школьных и вузовских программах, а также в популяризации науки. Ученые надеются, что данная история будет вдохновлять молодых исследователей на углубление исследований пещерной экологии, молекулярной эволюции и поведенческих стратегий животных, а также подскажет новые направления в консервационных программах, направленных на сохранение уникальных подземных экосистем. Несмотря на уже достигнутые результаты, в истории пещерной паутины остается множество нерешенных вопросов. Каковы точные механизмы кооперативного поведения между двумя видами пауков, особенно в условиях ограниченного доступа к добыче? Какие генетические изменения лежат в основе адаптации к каверне, и как эти изменения распространяются внутри популяций? Как изменится структура паутины при вариациях внешних условий, например, при изменении уровней сероводорода или воды? Какие еще скрытые биохимические пути поддерживают экосистему пещеры, и есть ли другие скрытые сообщества, которые до сих пор остаются незаметными? Какие меры сохранения наиболее эффективны для защиты этой среды и ее обитателей без нарушения естественных процессов в каверне? Ответы на эти вопросы потребуют дальнейших экспедиционных работ, привлечения специалистов из разных областей науки и разработки новых методологических подходов к исследованию подземного мира. Важно помнить, что уникальные экосистемы, подобно этой каверне, часто демонстрируют неожиданные закономерности и позволяют нам переосмыслить принципы экологии и эволюции. Открытие гигантской паутины в серной каверне на границе двух стран стало настоящей сенсацией, потому что оно демонстрирует не просто феномен размера, но и эволюционную пластичность и кооперативность, которые природа иногда выстраивает там, где их не ожидали увидеть.
Две формы пауков, живущих и охотящихся вместе внутри одного сообщества, говорят о том, что пределы возможного в биологии далеко не всегда очерчены привычными рамками. Колония из 111 тысяч пауков и их 106 квадратных метров паутины – не только выдающееся природное явление, но и символ того, что природа продолжает удивлять нас бесчисленными сюрпризами. Эта история напоминает нам, что мир под землей хранит множество загадок, и именно исследование таких загадок помогает науке расти, а человеческое понимание природы углубляться и расширяться. Продолжающиеся исследования обещают пролить свет на происхождение и развитие этой уникальной экосистемы, на роль каждого участника в подземной паутине, а также на то, как подобные кооперативные стратегии формируются и сохраняются в условиях экстремального окружения. В конечном счете, история этой пещеры – это напоминание о том, что даже в самых темных уголках планеты свет науки может зажечь истинное понимание жизни.